Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. С первонаперво, с чего я хочу начать, это с того, что завтра, для меня это завтра, для вас это сегодня, исполнилось моему каналу 2 года, поэтому в комментариях уделите 30 секунд своего времени, и я жду поздравления. Целых 2 года для вас я пилю обалденнейший контент, и если честно, за эти 2 года, что я хочу сказать, то, что я конкретно подметил, это то, что насколько я стал преподносить лучше контент. Насколько он стал качественнее. То есть я прямо, знаете, посмотрел свой первый самый ролик и посмотрел, ну, вот, скажем так, посмотрел вчерашний ролик, и я понял, что это небо и земля. Поэтому, ребят, я не рекомендую открывать мой старый ролик. Не надо этого делать. Там кринж полнейший. Ну, соответственно, ребят, раз в такое вот дело, да, раз 2 года каналу, значит, давайте здесь сделаем 700, сколько там, 365 дней в году, это получается 730... Правильно, да, 730 лайков. Давайте, все, погнали. 730 лайков с вас. Слишком сильно я губу раскатил, но давайте вот просто максимальное количество лайков. И я напомню, что в этом году я хочу достичь 3000 подписчиков. Поэтому я еще раз выражаю вам огромную благодарность за то, что вы меня поддерживаете. Не забывайте это делать. Это на самом деле так дико приятно, когда ты смотришь, и у тебя последнюю неделю ролики так люто летят в рекомендации из-за ваших комментов и лайков. И еще один момент, что сегодня, в честь, соответственно, годовщины канала, ну, да, 2 года каналу, поэтому... Секунду, я немножко, скажем так, забуксовал от того, что мне поприходило. Короче, так как 2 года каналу, сегодня будет стрим в 6 часов вечера. Ребята, всех жду, всех обнял, приподнял. И еще для вас я готовлю гайд по всем реликвиям. То есть, как они работают, все такое, с объяснениями. Если получится, я даже примеров вам накидаю. Ну, если, конечно, получится. Просто с примерами это намного будет жестче, это намного будет дольше. И если бы была бы, знаете, тест-комната, в которой я мог вот тупо выбрать любую реликвию и показать вам, как она работает, было бы прикольно. Но разработчики, наверное, через 1000 лет к этому додумаются. Так вот. Во-первых, кстати, начался, если что, новый сезон. Во-первых, вот это я красавчик. Во-вторых, наверное, либо в-третьих даже. Начался новый сезон. Все ранги сбросились, все такое. Вот, и сейчас, если что, у меня ранг ладья какой-то там, потому что новый сезон, все дела. Боевой пропуск мне понравился чисто Эмбером, и то, что новый там герой, прикольная внешка на самом-то деле. Вот, сейчас, так вот, не знаю, буду брать боевой пропуск или не буду брать. Ну, внешки там 2 прикольные. Все остальные внешки там ужасные, они мне дико не нравятся. Вот, и что я хочу в этой игре, как бы, попробовать. Ну, во-первых, в этой игре есть жезл Кира, это раз. Да, я немножко уровня взял из-за того, что я хочу поставить панду. Ну, дай бог мне будет панда падать. Если будет панда падать, то будет шикарно. И тут есть темпларка и есть импресска. И вот тут, знаете, такая загвоздка. Я хочу и сыграть на шаманов, потому что в комментариях просили показать вам шаманов в текущей мете, как она себя чувствует и все такое. Поэтому в ближайшие дни я 100% запишу шаманов. Вот. И катка на убийцах вроде бы прикольно здесь звучит, потому что мне реально очень хорошо пришло на старте. И убийца Горн, он же Бара, Гоблин-убийца, он же БХ, и Рики. Вообще шикарно. То есть старт у меня пока тьфу-тьфу-тьфу, но шикарный. Забыл по голове постучать. Надеюсь, что так дальше и будет, потому что я хочу на самом деле темпларку вам показать еще раз. Я уже показывал темпларку, но насколько же она лютая. Ну просто, знаете, мне все время нравится играть на темпларке, когда она есть. Но я ради контента очень часто жертвую тем, что мне даже вот ранее темпларка приходит и все такое. Ну, жертвую часто, короче, этим. И еще, там мне писали в комментариях о том, что типа, Саня, собери 9 нежити. Ребят, даже не просите, серьезно. Невозможно играть на нежити в нормальных играх. То есть на хайрангах тебе тупо не дадут поиграть на нежити, потому что ты эту нежить даже никаким образом не сможешь сролить. Вот что угодно делай, какой угодно либо танец с бубном делай. Я вот просто приведу пример. Я собрал себе фуру в 3 звезды и такой в надежде о том, что мне сейчас придет Муэрта. Я через охотников там как-нибудь, ну, попробую себе сделать довольно-таки неплохой стол, чтобы он у меня хоть как-то огрызался. Так по итогу. Я поставил фуру, у меня фура выжил, чудным образом там у него осталось 50 кп. И мне пришла Муэрта в 3 звезды. Я такой, ну все, сейчас контент пойдет. Ну, такой, окей. Муэрта есть в 3 звезды, закинул в нее все предметы, все такое. Потом, что я делаю? Что я делаю, не помню.
А потом я ни разу не смог не выиграть ни одного раунда. Вот что я делал. Даже того, что у меня Муэрта в 3 звезды была. Если честно, просто это было пару дней назад. Вот. И я рассказываю вот этот пример, как оно было. Вот. Хрень это нежить, серьезно. Хрень. Полнейшая хрень. Во-первых, для того... Опа. Опа, какая вкусняшечка ко мне пришла. Вот это вот булочка сладенькая. Это мы берем. На самом деле мне нужен клевер под Эмбера. Может, я здесь Эмбера реализую в 3 звезды. Хотя нет, на самом деле у меня цель не Эмбера в 3 звезды реализовать. Потому что, знаете, у меня лежит каточка. Я еще и не рендерил, не выкладывал. Кстати, не я один такой скилловик, там хитреца еще собрали, но у меня скилл посерьезнее, потому что у меня стол реально посерьезнее будет. Предметы, конечно, так себе, но лучше, чем какая-то хрень в виде гноми брошки. Так вот, у меня есть каточка с Эмбером в 3 звезды. И вот давайте так. Соберется здесь 50 лайков, я выложу вам каточку в предыдущем сезоне с Эмбером в 3 звезды. Вот давайте так, чисто, чтобы вам тоже был какой-то стимул, чтобы я выложил каточку, да? 50 плюс лайков. Ну, я, конечно, хочу 730 лайков, но... Губа, скажем так, не... И мартретка. Вау. Вау. А может у меня в этой игре получится мартретку реализовать? Хотя на самом деле я и особенно на мартретке не хочу играть, потому что здесь есть темпларка. Если бы здесь темпларки не было, я бы с удовольствием мартретку бы поставил. И я бы попробовал мартретку реализовать. Может в уровень выйти, хотя не хрень какая-то. Блин, ну Рики как бы классный персонаж, чтобы сайленс накидывать, но как бы не сейчас. Сейчас мне этот сайленс не нужен. Кстати, молодой горячий, куча двоек. Обалдеть. Давай вынесем его, пожалуйста. Хочу, чтобы ты его вынес. Бей, бей! Хорошо, Бейна забрали. Потому что если бы меня сейчас Бейна не забрали, он мог одну из важных моих фигур взять под контроль, и все. И сидишь, он хоть что и делай. С Ларкой я особо не хочу продавать. Или... Ладно, продам, короче, выйду в 40 монет плюс. Лучше пойду в уровень. А что это будет? Идеальное начало нового сезона или как? Что это значит? Это значит, что бог рандома меня в этой игре поцеловал или как? То есть сегодня я не буду играть на болтах 28? Сегодня мне не напихает по полной программе болтов на 28? Серьезно? Ну, сегодня, значит, каточка без нытья. Удивительно, ребят, открываем шампанское. Не, на самом деле я слишком рано радуюсь, потому что тут еще и вот инсек собирается на секундочку. Уже 2 цветочки у него есть. Конечно, у него нет еще инсеков как таковых, но все равно это уже неприятно. Обожаю инсектоидов. Очень скилловая сборка. Настолько скилловая, что можно сидеть и тупо слюни пускать, когда играешь на инсеках. Так, что мне сейчас придет за реликвия? А я на самом деле даже не знаю, что я хочу. Я хочу пойти в уровень. Ну вот, я не хочу скипать медальон. Хоть жрецы немного и вымерли, но медальон я скипать не хочу. Медальон хорошая тема. Он еще плюс дает магическое сопротивление, поэтому я возьму медальон. Береженного Бог бережет. Знаете вот такую фразу? А из полезных предметов там особо нету ничего. Поэтому, ну вот как-то так живем. Блин, будет круто, если мне сейчас упадет Эмбер в 2 звезды. Это будет вообще шикарно. Да и на самом деле здесь даже есть реликвия яиц. Что тоже очень даже хорошо. Чел на 2-м месте полностью сролился. У него все в 2 звезды. Еще и темный лорд 2 звезды. Но это неприятно будет. Потому что стол у меня вроде бы вот сейчас так смотришь. На бумаге сильно. А по факту это может быть ой-ой-ой как не сильно. Это может ой-ой-ой как слабо быть. Ой, хорошо. Прописал криты. Отлично. Ой, как хорошо мобов забрал. Боже. Так, что у нас тут? А давайте возьмем шлем Ареса и чисто проверим мою удачу на эту игру, а? Как вам идея? Я думаю, идея неплохая. Я, кстати, если что, вышел из НК, может быть, чисто себе стол усилить, поставить чуть-чуть больше фигуру.
Хотелось бы мне, конечно, шестого убийцу поставить, но пока что не буду ставить из-за того, что у меня стоит 2 эмбера. И есть вероятность, что эти 2 эмбера повышают шанс выпадения фигуры из панд. Ну, чтоб пантомена, короче, сработали. На самом деле, эта тема работает, когда ты ставишь несколько разных панд и просто вот даже дублирующие панды ставишь. Хотя не, на самом деле, за дублирующие я не могу сказать, но, наверное, это знаете, как работает? Ладно, возьму, короче, шлем РС и проверим свою удачу. Вот чисто проверим свою удачу. Если повезет, то раннюю тепларку соберу. Если не повезет, ну, ладно. Бывает. Блин, пивная панда пришла. Я так думал, что мне придет не пивная панда. Ну ладно. Так вот, вернемся. О чем я говорил? По поводу панд я говорил. Возможно, это в действительности работает, когда ты ставишь кучу панд на свой стол, и даже если панды дублирующие, то каждый из этих панд имеет свой шанс, то, что сработает синергия пандаменов. Это, по крайней мере, я так думаю. И, возможно, это в действительности так и есть. Почему я так думаю? На самом деле, ребят, все просто. Вот если взять клевер, там, кстати, моего Эмбера забрали. Если взять клевер и закинуть, допустим, в одну панду Эмбера, то на эту панду конкретно будет же работать клевер. А на другую панду клевер работать не будет. И там шанс выпадения пандаменов никак не меняется. И вот мне все-таки кажется, что каждая панда имеет свой шанс выпадения панды. Поэтому это рабочая тема, это нужно как бы использовать, как по мне. Охренеть, у него стол огромный. Блин, я сейчас этого Марса не пробью, прикиньте. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Боже, как он меня Марсом законтрил. Сильно. Вопросов не имею. Это было сильно обидно, конечно, то, что он у меня забрал винстрик. Но он чисто своим Марсом меня законтрил. Ладно, блин, ну 6 убийц пока нет смысла ставить из-за того, что я уже винстрик свой проиграл. Обидно, конечно, проиграл. Ну ладно, я к нему еще вернусь. Запомните его никнейм. И знаете, я как тетрадь смерти записал сейчас его никнейм в свою тетрадку. Пока что карандашом. Но как только я к нему приду, то сразу там карандашик сотрется. И, соответственно, будет уже другая надпись. Тетрадь смерти будет активирована. Как раз он там себе винстрик соберет. Да, я приду этот винстрик у него заберу. Короче. Хорошее настроение у меня сегодня. Ребят, я там в одном из своих роликов говорил, то, что у меня еще и 4 декабря день рождения. На самом деле так прикольно. 1 декабря годовщина канала, а 4 декабря у меня день рождения. Вообще так прикольно на самом деле получается. О, антимага берем. Так вот, о чем я? 4 декабря у меня день рождения, и мне бы хотелось, чтобы у меня было на канале 29 спонсоров. Ну, в принципе, как у меня возраст. Мне 29 лет исполняется, поэтому хотелось бы на канале получить 29 спонсоров. Поэтому, кто может оформить спонсорскую программу, я буду премного благодарен вам, ребят. Кто может? Кто не может, ну, с вас лайк. Спасибо заранее, ребят, спасибо. Я вообще рассчитываю, что на 15 раунде мне упадет молния. Молот Торра его называют, кстати, шаманы собираются. Вот то, что шаманы собираются, это меня, конечно, будет напрягать. Если у меня не будет хороших предметов на Эмбера, либо же на Темпларку, эти шаманы мне разорвут 5-ю точку просто так жестко, что мы в бане. Интересные инсеки у него получаются. То есть он играет на инсеках, но при этом он еще играет на пандах. О как. Необычно. Очень необычно на самом деле. Знаете, что хорошо? У меня старт отличный. Вот что хорошо. Блин, еще и убийцы-то хорошо идут. Не, на самом деле я сейчас 100% не провтыкал момент, то, что я взял сейчас себе убийц. Мне убийцы очень хорошо идут. Тьфу-тьфу-тьфу. Я надеюсь, они и дальше так будут идти. Кстати, лишние фигуры попродаю. Антимага продавать не буду, потому что там у этого чувачка есть ДС. Я хочу этого ДС хавать антимагом. То есть я законтрю его антимагом. Так, минус броню сюда.
Кстати, предметы вот такие вот сейчас закинул в Мартретку. Я в Мартретку как-то поболее верю. У него приятная тычка, приятная скорость атаки, еще и криты, собственно, имеет. Плюс уклонение от способностей. Поэтому пока что закину в нее предметы на мобов, а там уже потом переделаю. Боже, а можно мне было что-то пополезнее, а не Святой Грааль, а? Козел. Козел. О! Наныл. Наныл. Наныл шмоточку пополезнее. Блин, можно было бы, конечно, убрать... Ты можешь панду убрать и поставить себе 6 убийц и не париться. Как вы думаете? Вообще, как-то долго мне не приходит усиление в виде панды. Я уже как бы наметил, что у меня панда будет в 3 звезды. Я это наметил. Не пометил, а наметил, ребята, если что. Если бы я пометил, то мы бы здесь плавали. Боже, что я несу? У меня настроение хорошее, поэтому, ребят, не обращайте внимания на то, что я несу. Я несу радость. А вы? А я работаю по праздникам. Помните этот мем? На самом деле у него там все такие фигуры плотные, что мне здесь без перчатки 5-го тира, скорее всего, не будет не обойтись. Плюс он еще и соберет себе гоблинов, а там будут гоблины с древними, поэтому здесь мне либо понадобится много минус брони, либо же просто перчатка 5-го тира и все, и ГГ. Кстати, я не один такой скилловый, тут он панда нормально так сыпется. У человек, у людей. Оп. Но антимаг, как всегда, не имбовый персонаж, вообще ни разу ни грамма. Кстати, я уже... В комментариях писали о том, типа, что Саня, ты пророк. Ну, я сейчас своими словами говорю. Но, говорю, Саня, ты пророк. Все сборки, которые ты сказал... Еще Зевс. Ну, Зевс классно, плюс 5 монет. Так вот, мне сказали, что я пророк, потому что все сборки, которые я говорил в обзоре на это глобальное обновление, которое вышло недавно, все эти сборки, они по итогу есть в каждой игре. Вот серьезно. То есть те вот 5 сборок, которые я назвал, все играбельные сборки, они вот и есть. Все. Все остальные сборки, они тупо не играбельные, они мертвые. Вот. Ну, как-то так, как-то так. Но это было очевидно, если честно. Максимально очевидно. На самом деле, очень необычно, он там собирает себе инсектоидов, что удивительно. И я на всякий случай панду сейчас на автопокуп поставил, потому что там, может быть, чел на инсектоидах продаст 2 эмбера, и для меня это будет кайф. Потому что я этих 2 эмбера заберу. Мне эти эмберы нужны. Потому что там есть еще и реликвия яиц. Поэтому с этой реликвией яиц мы можем много чего замутить. Идем в уровень. Я беру 10. Кстати, видим, как Шлемареса хорошо работает. У него магическая панда. А, у него 1 эмбер. Ну, в любом случае, короче, он 1 эмбера может продать. И я его куплю, соответственно. Чел на воинах собирается. Ну, воину там туго будет. По-любому. Кстати, рейд ночных зверей еще есть. Хороший предмет. Так, у него здесь расстановка вообще шикарная. У него здесь есть реликвии яиц. И я не знаю, что он хочет делать. Он, скорее всего, хочет собрать себе ДСов 3 звезды. Вместе с ШД. Но хз. Я сейчас, если что, поставил под его ДС антимага, чтобы он ману выжигал. И я антимага все равно соберу в 2 звезды. Против ДС отлично будет работать. Я, правда, надеюсь, что он там где-то винстрик на стороне не потеряет, потому что у меня на него как бы галочка. Я хочу забрать этот винстрик. Он у меня в тетрадке смерти записан-то, на секундочку. Давай там апгрейдся. Блин, хорошо мартретка идет. Можно темпларку? 2 штучки, пожалуйста. По акции. Купил 1, 2 в подарок. И яйцо. Мои у меня, но мне нужно обычное игровое яйцо. Кто-то должен написать в комментариях, Занят, ты и так обнаглел? Ты видел свой стол? Видел. Мало. Надо больше. Больше надо. Я жлоб. Собственник жлоб. Поэтому мне это все надо побольше. Предметы, конечно, сейчас у меня хорошие. Вот, серьезно. Только палки 1-го тира не хватает вместо Святого Грааля, и все, я упакованный. Именно вот в начальной стадии игры я упакованный. А, эльфы собираются, кстати. Сочувствую эльфу. Чел, я тебе сочувствую. Я тебя эмбером буду фармить только в путь, поверь, ты пожалеешь.
Ммм, какой классный рыжий. Ребята, кто-то понял, что произошло? Если вдруг кто-то не понял, что произошло, объясняю. Только что чел на пангольере закатил свою способность просто в молоко, то есть в никуда вообще. Не знаю, вот эту вот тему разработчикам надо пофиксить. Я где-то, знаете, только что вот когда пангольер улетел в другую сторону, я вспомнил короткий ролик, где смотрел игру моего подписчика, и там подписчик керил себе пангольера, и этот пангольер улетел просто в стратосферу. Просто стоит огромная толпа народа, он летит в другую точку, те чувачки начинают перепрыгивать, и он просто в скамейку кастует. Вот там, где фигуры стоят на скамейке, вот в ту сторону он кастует свою способность. Это вообще такой ор был дикий. Кстати, девятый возьму. Ну, что я могу сказать? Повлиял ли как-то шлем Ареса на получение нужных фигур? Конечно, нет. Конечно, нет. Единственное, что я так... Ну, я раньше говорил, что шлем Ареса это хрень полнейшая. Шлем Ареса нужно юзать только на 9 уровне. Ну, на 8 можно еще юзнуть, но на 7 нет смысла вообще. Ну, по крайней мере, у меня нет смысла собирать из-за того, что мне тупо не фартит на шлем Ареса. И какой бы танец с бубном я там не делал, все это хрень. Ну да. Дайте хитреца! Одного! Нет. О, не, ну у него тут расстановка как бы на месте. Все хорошо. Молодец, парень. Я его закрываю сейчас и Рики, и антимагом. Когда Рики соберу в 2 звезды, а лучше всего в 3 звезды, он там будет в шоке сидеть. О, какой ты агрессивный. Агрессивный какой. Ля. Так когда ты ко мне уже придешь? У тебя уже 9 винстрик. Не смей никому проиграть этот винстрик. Это мой винстрик. Это моя корова. И я ее буду доить сегодня. Никому не отдам. Мое. Никс 3 звезды. Кстати, Никс 3 звезды на самом деле сейчас нормальная такая машина. Из-за того, что КД там порезали, длительность увеличили, то Никс нормальная такая машина, серьезно. Так, он пока что там никого не проигрывает. Там челик нашел темпларку. Я нашел нефритового генерала, поэтому поставлю сейчас его вместо пивной панды. Пойдет. И дальше уровень. 10 надо брать, потому что я не смогу вытащить легендарную фигуру в виде темпларки на 9 уровне. Да и в принципе на 10 будет некомфортно. Выставлю себе 9 убийц, поставлю себе 2 панды, пусть будут. Хотя не, подожди, как так? А не получится у меня 2 панды. Антимага я хочу пока что оставить из-за того, что у него Дарксир есть. Пока Дарксир у него есть, я не могу убирать антимага. Если бы не было, я бы убрал. Так, чел, кстати, тоже тут на убийцах играет. И через... Хорош! Хорош! Ой, хорош! Ля, у него 3 хп осталось. Ты же тут не проиграешь ему, надеюсь? Короче, не проиграл он, отлично. Чел только что на темпларке не успел щит свой закастить. И я его прям... И все. Так, у него уже 11 винстрик, он готовится. А че он реликвию яиц не хочет юзнуть? Он что-то особенного ждет или как? Не понимаю. Он, наверное, ШД хочет собрать в 3 звезды через реликвию яиц. Если я правильно понимаю. Он просто мог уже Дарксира себе... Но я думаю, он будет ШД собирать в 3 звезды через яйца, поэтому он тупо ждет. Ждет хотя бы, чтобы еще один ШД пришел. Так, чел на 9 уровне нашел уже... на 8 уровне нашел себе 2 легендарные фигуры в виде аппарата и эмпресски. Он же Аркварден. Кто вдруг не знает, Эмпресс Лайт в доте это Аркварден.
Там чел на темпларке выиграл раунд. Вот это плохо. Палка первого тира упала. Отлично. А брать мне больше-то и нечего. Так, там у чувака уже 12 винстрик. И ДС в 3 звезды. А у меня стоит антимаг. И скоро у меня будет уже 10-е. А там, может быть, найду себе антимага в 2 звезды. А может быть, найду себе и темпларку по-быстрому. На самом деле, когда я найду себе темпларку в 2 звезды, он своим щитом с ДС вообще мне ничего делать не будет. Потому что он его сбивать не будет. Там же есть порог по урону, который сбивает. Вот так вот. Понял, спасибо. Я просто хотел попробовать клевер найти, но, по всей видимости, не сегодня. Ой, хорошо. Как хорошо. 8400 урона сюда. Клопа сюда. Сюда, моя зайка. Так, отлично. Чувака с темпларкой выкинули из игры. Меня это только радует. Двойных мобов, ну, я думаю, стоит активировать. Только сейчас надо найти еще одного убийцу, чтобы 100% не облажаться. Так, подожди, вот так вот. Вот. Все, антимага потом мы, если что, поставим. Двойных мобов активируем. Это делаем вот так. Предметы перекидываем в мартретку. В мартретку я верю намного больше. Тут, я думаю, как бы все и так понятно, да? Так, это тебе. И Башер я дам в мартретку, потому что у нее больше скорость атаки. В идеале сейчас, чтобы мне, конечно, с этих мобов упал драконий рог, либо мифриловый доспех. Лучше, конечно, драконий рог. А лучше мифриловый доспех и драконий рог. Но это я слишком многого хочу, поэтому губу надо закатить. Так. Молот Тора упал. Кристалл маны плюс 50, хорошо. Мифриловый доспех, естественно, берем. Антимага апаем, пригодится. Естественно. Так, кто у меня лишний? Мартретка еще одна стоит. Стоит еще одна мартретка на столе, я в глаза долблюсь. Корона жреца, пригодится, берем. Хапериген, пригодится. Так, вот эти предметы тебе. На самом деле, у меня сейчас 2 упакованных керри. У меня и мартретка, и эмбра с такими промежуточными предметами, но все равно она упакована. Антимага буду собирать, он пригодится, как я уже сказал ранее. Нам нужно будет наказывать ДС. Он в 3 звезды, а антимаг в 3 звезды там его будет фармить. Будь здоров. Не, на самом деле, реально, у меня 2 упакованных керри, так при том у меня еще и кристалл маны в квапе лежит. То есть у меня еще и саппорт сильный есть. Да, вообще песня. Не, игра как-то вообще как по маслу пошла. Мне, конечно, не нужно расслабляться, потому что минсек есть. У него хоть и 15 хп, но расслабляться я не буду. Но вот этого человечка я вынесу 100%. Мы с ним пообщаемся прям тесно. Самое главное найти темпларку. А ну, ставим ставки. Найду темпларку в 2 звезды рано или не найду? Я думаю, с горем пополам найду. Хотя мне так убийцы идут, поэтому я, может, даже и найду. Так, опять он ко мне не пришел. Почему он ко мне не идет? Так, он там против инсека, но я думаю, инсека он может забрать. Хотя у него таких плохие предметы, я думаю, что он может и не справиться. Так, воина нормально так разорвал. Мой генерал, которого я продал, Никс. Но Никс на самом деле мне не нужен. Ты У меня сейчас сгорит 5-я точка. Но зато я Эмбера хотя бы получил. Это был мой винстрик. Ладно, я хочу предмет 5-го тира найти. До 30-го раунда, я думаю, нет смысла терпеть, а вот предмет 5-го тира нужно поискать будет. Я возьму Кирасу. Возьму Кирасу, потому что у меня есть как бы минус броня 1-го тира. Под Кирас это все стакается, плюс это дает мне броню. И вот, просто один, мать его, раунд, ребят, один раунд. Прикиньте, один раунд, и он должен был ко мне приходить, но он не пришел. Чисто один раунд. Вы прикиньте, какой закон подлости. Один раунд, и я бы его форманул. Один.
Богов, кстати, заблокирую, чтобы они мне не мешали. Ох. Короче, взял Кирасу. Взял Кирасу, потому что это плюс броня, это минус броня, это плюс скорость атаки, плюс у меня есть предмет первого тира, который дает мне минус броню по противнику. Так что имба. До 35-го раунда доживу, может там дезолятор упадет, там вообще будет миллиард минус брони. Хотя на самом деле, ну, перчатка 5-го тира смотрится намного лучше под убийц. Но тут просто есть еще и инсек, поэтому Кираса неплохо инсека будет сдерживать. Ну, у него интересная сборка, конечно. И 2 моих панды. Жду, когда он вылетит, чтобы забрать у него эти 2 панды. А вот, кстати, он ко мне и пришел. А я победил его. А ну-ка, я его вынесу или нет? Надеюсь, что да. Инсект должен страдать, я его выношу. Ай-яй-яй. Помянем. Пока-пока. Пока-пока, инсект. Ровно минус 15. Да какой Бэйн? Ты чё? Зачем ты мне эту какаху сумунишь? Вапа сюда. Где мой Эмбер? Где мой Эмбер? Где моя темпларка? Алло, он вылетел. Отдайте мне мою вкусняшку. Хочу. Опа, сюда. Вообще прекрасно. Сейчас пока ролить предметы не буду. Хотя там может вылететь кунг-фу Горн. По идее. Ладно. Да, он хочет себе ШД там 3 звезды собрать. Но он уже без денег сидит. А он, кстати, вот еще раз ко мне пришел. Ну, пока что у него гоблина... У него гоблинов фулов до сих пор нету. Но он не может поставить из-за того, что у него древние стоят. И это его самая главная ошибка. Боже, как я его снес. Там все затрещало. Ну и второго тоже снес. Да, изи все. Ну, это легчайшая каточка для меня. Так, сейчас спешить не буду ролиться. Сейчас, может, мне реликвия яиц упадет. На самом деле, чел просто сидел на гоблинах древних. И по итогу все равно в топ-2 зашел. Но, если откровенно честно быть, у всех какие-то столы максимально слабые были. Плюс еще этот чел почему-то ставит всех кучно под моего Рики. Зачем так делать? Я не знаю. Ладно. Плевать плюс плевать. Но где моя темпларка? Серьезный вопрос. Где моя темпларка? Давай, реликвию яиц мне сюда. Либо мастерскую бума сюда. Давай. Не, ну Кираса, конечно, под убийц хорошо смотрится. О, реликвия яиц сюда. Рандомить не стал, потому что ну его в баню. Я знаю свою удачу прекрасно. Сейчас я порандомлю, и мне вот по предметам такая... Блин, у меня даже культурных слов на языке не вертится, чтобы сказать, какая мне хрень будет падать. Так, сюда первое яйцо. И еще надо. Да не антимаг. Яйцо. Так, Сларк, хорошо. Темпларка сюда, сюда, эту вкусную булочку. Еще и Эмбер пришел. Еще. Ну, пожалуйста. Хорошо, темпларка есть. Так, 2 яйца у меня есть. Ладно, понятно, короче. Апаем темпларку. Все предметы в нее перекидываем. Лишние предметы сейчас рольнем. Минус броню оставить надо. Да, вот так вот делаем. Оп, Мюллер. Сюда. И это тебе на. Боже, что ты делаешь, чел? Чел, вот Рики стоит перед тобой. Что ты... Боже. А почему он всех кучно поставил? Может кто-то объяснить мне? Просто я его вынес за сайленс. Я не могу... Это не поддается объяснению. А где его предметы из ДСа?
Я в шоке. Я в шоке. Что это только что была за игра? Охренеть. Мне даже добавить по поводу этой игры нечего. Да. Стоит ли здесь что-то комментировать? Я думаю, нет. Но чувак на втором месте просто подарил мне игру. Во-первых, он зачем-то каким-то хреном закерил ШД. Непонятно зачем. Во-вторых, он ставил всех кучно прям под мои урики. И просто пока был сайленс, я его снес. Ладно, ладно, все, спасибо. И будем считать, что это подарок к 2-летию моему канала. Будем это так считать. В общем, что думаете по поводу игры, напишите в комментариях. Не забывайте меня, соответственно, подписаться. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.